Добрый день, здравствуйте. Сегодня я хочу ответить на некоторые ваши вопросы. Раиса Аршинова. Раиса, здравствуйте. Вы очень часто оставляете комментарии. Один из комментариев такой. Светлана, кто из ваших детей лирик, а кто физик? Мне кажется, это такая тема для детей, для маленьких. Дети только раскрываются, но, конечно, уже все равно можно наблюдать и можно уже сказать. Потому что, если с такой вот точки зрения рассматривать, что физик, он такой конкретный человек, и он, физик, не обязательно он что-то такое, он может прекрасно почитать книгу, он может, каким-то творчеством заняться, это тоже относится к физику. Ну, а лирик – это тот человек, который любит рисовать, который любит творчество, который не любит математику. Я перед тем, как сесть, даже к дочери подошла, к Ульяне, говорю: Ульян, ты любишь математику? Нет. Она лирик. Давайте со старших детей начнем. Владик, 20 лет. Владик лирик, это 100%. Он любит стихи писать, он любит творчество любое. Он лирик, здесь это не обсуждается, то есть у него нету таких... Хотя вот сколько есть случаев, да, что какие-то творческие личности начинают заниматься точными науками какими-то такими, вроде бы как занимались этим, а еще они, оказывается, вот занимаются этим. Видите, здесь однозначно ответить, но если брать большую сторону, лирик пишет стихи, любит творчество, очень много стихов пишет. Валера, 15 лет. Валера физик. Любит читать книги, книги читает. Но он физик. Любит ломать и разбирать. Любит такой конкретной наукой заниматься. Не всегда все получается, но любит. Больше физик. Вот если смотреть, к чему больше сейчас на данный момент, физик. Дальше идет Рома. О, лирик. Рома любит облака рассматривать. Если убирается, то это с каждой песочинкой разговаривает. То есть во всем у него какое-то творчество проявляется. Все облака у него, вот раньше мы жили в Бурятии, у нас скотина была, коровы, козы, и вот мы идем с ним за козами. Он все облака, кто что из себя представляет, то есть, лирик, 100% лирик. Здесь пока физикой никакой не пахнет вообще, только лирик. Рома любит это все, такое утонченная натура. Математику он не любит. Так, дальше кто у нас идет? Никита. Вот здесь как бы раздвоение, но больше тоже лирик, любит животных, заниматься физикой там особо никакой не пахнет. Хотя порой наблюдаю, что-то у него такое, больше вот любит животных, что-то такое красивое, природа, это все его. Пока. На сегодняшний момент. Никите 14 лет. Ульяна 13 лет. Ульяна учится в 6 классе вместе с Никитой. Никита тоже учится в 6. Рома в 7, а Валера в 9. Владик в техникуме заканчивает, а потом пойдет в армию. Значит, Ульяна 13 лет, лирик. Любит читать, любит рисовать безумно, любит что-то такое делать творческое. Любит цветы. Вот сейчас начнутся цветы, вот все, что на пути будут попадаться, будет все носить. Все дети будут за ней повторять. То есть она лирик больше. Дальше идет Василиса, 4 класс. Василиса больше физик. Она, вот папа там что-то в гараже делает, и она туда. Кстати, я сегодня с кофе. Тоже берите что-нибудь, чтобы быть поудобнее. Иногда смочить горло и так, как кино смотрим. Василиса, 4 класс, физик.
Такого лирического в ней пока вообще ничего нету. Пока не прослеживается вот такой конкретный физик. Дальше идет у нас Максим. Максим, 9 лет, 3 класс. Лирик. Поплакать, цветочки, нежности. Никакой физики нет. Вот музыка, что-то рисовать красивое. Да, это Максим. С мамой нежится. Костя, 8 лет, 2 класс. Физик. Ой, Костя физик. Ручку разобрать, веревочку засунуть, бумажку привязать. Это от чего-то ключик. Что-то строить, разные бумажечки куда-то держать. Пока лирического, как и в Василисе, в нем ничего нету. Физик конкретный на сегодняшний день. Потому что утверждать, что ребенок физик не перерастет в лирика, пока не могу. Потому что вот следующая Снежана, а та лирик. Ой, лирик, вы сами ведь знаете, да? Хвостики, то есть с утра одевается, она конкретно знает, что ей надо. Если Анюте все равно, что я на голове заплету, то Снежана, вот она сейчас прям влюблена в хвостики. Мама, мне кажется, я безумно красивая с этими хвостиками. Ты мне только хвостики вот эти 2 делай. Так вот их крутит, вот так вот делает. Это вообще, то есть она стихи, песни, станцевать что-то. Она может без остановки это делать. Рисовать мне подарки, открытки. Она может это делать без остановки. Тут физикой никакой не пахнет, ничего она такого не делает. Она вот стрекоза и муравей. Она творческая натура. Ей нравится вот все такое красивое, блестящее такое. То есть Снежана вся такая. Вот вся заколочка. Стихи, без остановки рассказывает стихи. Я рассказываю, как я вижу своих детей на сегодняшний день. Что будет дальше, я не знаю. Это дети. И они могут крайне измениться, как и взрослые творческие личности могут стать физиками, да, могут стать какими-то, заниматься конкретными науками, точными. Так, дальше Анюта. Анюта вообще определиться не может. Она пока определяется. Но ей больше физик. Она больше, конечно, что-то сделать, что-то сложить, что-то вот такое точное ей все надо, что-то починить. Вот это Анюта. Она такая вот. Если постель, если покрывальце вот спать ложится, это все должно, все вот так вот, все должно быть вот так. Она о Снежане заботится. То есть она больше к физику склоняется сейчас, но она определяется. То есть она увидела, что Снежанка рассказывает стихи, все, она пытается с ней, у нее не получается просто. Она увидела, что этот там занимается какими-то науками, ей туда хочется, но у нее и там не получается. Она определяется конкретно. Но последний месяц Анюта, последние 2, Анюта стала очень ответственной девочкой, становится, очень хочет быть послушной девочкой. Она учится в 1 классе со Снежаной, они учатся вдвоем. Ульяна с Никитой в 6, Максим в 3, Костя во 2, а Анюта со Снежаной в 1 классе учатся вдвоем. И вот она такая вот стала, допустим, учитель говорит: Снежана-то хватает на лету, стихи учит, песни поет. У Анюты так не получается. Но Снежана буква, учительница говорит: Снежана даже не постарается. Раз написала, бросила. Почерк. Ужас. А это старается. Это выводит. И это вся ответственна ко всему. Конкретная такая. Ваня. Ваня физик. Пока 100% физик. Он, если отец лежит под машиной, он может, вот сколько Иван будет под машиной, он столько будет на корточках сидеть рядом, болтики подавать, плоскогубцы там, еще
ну, в общем, инструменты подавать. Все, что там папа скажет, он будет прям задействован и не устает. Ему хочется находиться вот именно с техникой. Но Иван безумно любит музыку. Вот музыку любит. Любит слушать музыку. Мы даже раньше, когда жили в Бурятии, он был маленький, неуправляемый, как-то приехали на Байкал, вообще не слушался, вот просто криком кричал. У нас вот так большая машина, открыт багажник, здесь вот столько места. И папа включил колонку, его посадил, и все остальное время, все, что мы отдыхали, он, не шевелясь, сидел и слушал музыку. Вот и пожалуйста. То есть про детей говорить сложно. Можно не утвердительно сказать, потому что дети, они еще не стали личностями полноценными, они еще не определились полностью. Но, опять же повторюсь, физик – это ж не тот человек, который только математикой, физикой занимается. Он с удовольствием и в театр сходит, он с удовольствием и музыку послушает. Вот про Ваню я все-таки, Ваня 6 лет, самый маленький, он ходит в детский сад. И он все-таки больше физик. Хотя он очень любит музыку. Но это единственное, что он любит. Вот так вот я вам рассказала про деток. И еще такой вопрос, опять же, я просто посмотрела, сколько у меня по времени это получится. Также Татьяна спрашивает. Татьяна, здравствуйте еще раз. Сейчас я отвечала на вопрос Аршиновой Раисы. Раис, я ответила вам, кто физик, кто лирик. Не знаю, получили вы конкретный ответ или нет, но это дети. Но что сегодня, на сегодняшний момент происходит, я вам ответила. Также Татьяна. Светлана, расскажите, как вы решили открыть канал «Потом другой». Почему такая тема? Кто инициатор? Вообще, вот если с последнего вопроса начинать, кто инициатор? Еще, когда мы с мужем жили лет 8, он уже начал говорить мне про YouTube. Он уже начал говорить мне про заработки в интернете, он уже начал это мне рассказывать. Но я настолько была далека тогда, я не знаю, почему он тогда не настоял. Тогда все ниши в интернете были еще свободные, можно было, и у нас была настолько насыщенная жизнь, интересная. Я не знаю почему, но я даже слушать не хотела. И он каждый раз мне это говорил. И не так давно был такой толчок. Не так давно наши друзья занимаются интернетом, наши знакомые хорошие работают. И вот они-то как раз уже много лет этим занимаются. И, может быть, их пример повлиял. Я подумала, а почему бы и нет. И когда я записала первое интервью с детками, с Владиком и Валерой, я, наверное, через день удалила это интервью и закрыла канал, и решила, что я не хочу этим заниматься. На самом деле публичный человек – это мнение людей разное, да и мое мнение разное. В общем, я удалила, но со временем я столкнулась с тем, что помимо заработка в интернете, все-таки меня волновал вопрос приемной семьи. Столкнулась с таким вопросом, что о детях совсем другое мнение у людей. Я даже и сейчас, вот показывая видео, понимаю, что очень многие люди, которые не столкнулись с тем, что детки приемные, они все-таки ставят на один уровень с родными детками. Но на самом деле мы все-таки отличаются наши семьи, даже просто отличаются эмоциональными стрессами, которые были у детей, которые происходят у нас сейчас эмоциональные. Я не говорю, что стрессы какие-то в семье. И вот это меня побудило.
Но я не буду скрывать, что заработок это тоже немаловажно, потому что дети подрастают. Как бы, если можно, то почему бы и нет, да? Открыла второй канал. 60 секунд он назывался. Думала, буду маленькие фото выставлять. Когда YouTube открываешь, я до конца не понимала. Сейчас я понимаю, что нужна тематика, нужна конкретность. Тогда я не понимала, и вот все подряд я пробовала себя. Там пробовала, там. И, наконец-то, вот в конце концов определились, что мы с семьей, с детьми будем участвовать. Ни один ребенок принудительно не участвует. Они, в принципе, ждут этого больше, чем мы с папой. Им это нравится. Ни один ребенок не сказал ничего такого. Есть некоторые, потому что мы всю жизнь не показываем, мы показываем выборочно. Но мы не строим никакие постановки. Все так вот, спонтанно. Ну вот, в принципе, и все, почему мы открыли каналы. Ну вот так я ответила вам на вопрос. Спасибо, что задаете вопросы. Спасибо, что с нами. До скорой встречи, друзья.